Всем привет! Меня зовут Даша. Вы смотрите канал для тех, кто изучает русский как иностранный через контент. Сегодня я в кабинете Кати. Давайте с ней познакомимся. Катя, привет! Привет, Даша! Спасибо, что согласилась снять со мной видео. Расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь? Рада поучаствовать в твоем ролике. Я работаю индивидуальным предпринимателем в сфере бьюти, сфера красоты. Я занимаюсь депиляцией немножко, но основное мое направление – это брови и ресницы. Я бровист и ламимейкер, так официально звучат эти профессии в России. У меня небольшой кабинет, поскольку я работаю одна, мне так комфортно, у меня нет наемных работников, соответственно, кабинет у меня 19 квадратных метров, и здесь я оказываю все виды своих услуг. Это у нас такая мини-входная зона, здесь у меня клиенты раздеваются, могут надеть одноразовые носочки, поскольку все процедуры я провожу на кушетке, лежа. Здесь, да, вкусняшки, жвачки, санитайзер, антисептик для рук, свечи. Это щеточки для клиентов, чтобы они могли причесывать брови и ресницы. Клиент берет их с собой. Здесь QR-код для оплат, разные приятности для клиентов. Это стикеры на телефоны, которые они могут взять себе. Класс, я такого не видела еще. Тут давно стоит уже. Так, что здесь? Кулер с водой, где можно наливать холодную и горячую воду, делать холодные и горячие напитки. Далее у меня здесь шкаф, где я храню свою одежду и вещи для съемок или для работы. Здесь зона, где может посидеть клиент, попить чай, кофе. Также здесь отдыхаю я между приемом клиентов. Далее у меня зона стерилизации. У нас в России строгий санпин, поэтому все инструменты металлические, все, что контактирует с кожей или даже, возможно, с кровью, все обрабатывается, в частности, пинцеты для выщипывания бровей. А можешь показать, что такое пинцет, если кто-то не знает? Вот лежат пинцеты для бровей. Да. То есть это инструмент основной бровиста. Спасибо. И санпин, ты сказала, что это такое санпин? Санпин – это нормы санэпидемстанции по работе с клиентами. Они есть в каждой профессии, в каждой сфере услуг, у парикмахеров, у бровистов, у мастеров маникюра. То есть это нормы по обработке инструментов и по уборке помещений. То есть для того, чтобы не передавать какие-то инфекционные заболевания от клиента к клиенту, мы должны работать стерильными либо одноразовыми инструментами. Извини, что перебью тебя. Мне кажется, что многие россияне, когда приезжают куда-то за границу, особенно, например, в Таиланд или в некоторые даже европейские страны, остаются в шоке от того, в каких условиях проводятся процедуры. Как ты считаешь, вот стандарт в России довольно высок? Высокий. У нас очень высокий стандарт не только по санпину, но и вообще требования к уровню проведения процедуры. Очень большие ожидания в России у клиентов от конечного результата процедуры, поскольку у нас профессия такая конкурентная очень, поэтому каждый мастер старается выделиться, старается очень много обучаться, чтобы оказывать услугу на максимальном уровне. И как говорят у нас, что уровень профессионализма, да, мастера зависит от того, какое количество проблем он может решить в работе с клиентом. То есть, допустим, покрасить и выщипать брови может любой мастер, а вот уже, допустим, осветлить брови, сделать сложную коррекцию внутри формы бровей, это уже такие повышенные уровни. Спасибо. Я здесь вижу фотографии. Расскажешь немного, кто эти девушки? Здесь небольшой я сделала борт такой. Здесь мои клиенты. Очень давние фото, уже неплохо было бы их обновить. Ну, так я себе украсила кабинет. Здесь такая мини-кухня, микроволновая печь, холодильник. Класс. Средства для уборки внизу стоят. Это хна для бровей, просто как инсталляция такая, хны для бровей. Это фотозона, я ее выдвигаю, когда снимаю контент. Я веду соцсети, мне нужно работать с моделями. Модели – это бесплатные
клиенты, так сказать, которым я оказываю услугу бесплатно за съемку, поскольку чаще всего я клиентов именно не снимаю, я приглашаю для этих целей моделей. Очень много нужно света, это часть света, который у меня стоит, часть убрана в шкаф, поскольку кабинет небольшой и все не вмещается. Это фон, на котором я снимаю, там несколько видов цветов. И различные лампы, свет, штативы, то есть я снимаю и стоя, и на кушетке процесс работы снимаю. Я вижу твой логотип «Брови в основе». Откуда такое название? Мой логотип хотелось, во-первых, брови в основе звучит как небольшой каламбур, то есть такое окончание смешиваются между собой. Словом «основа» мне хотелось подчеркнуть то, что брови являются основной деталью на лице женщины. Как многие говорят, что могут выйти из дома без косметики, но точно не без бровей. То есть брови — это яркий акцент и важная деталь на лице женщины. И также этим словом я хотела подчеркнуть, что брови являются у меня основной услугой, поскольку я занимаюсь еще немножко депиляцией и ресницами. Поэтому тут несколько значений в этом названии. Идем дальше. Здесь уже начинается рабочая зона. Я ее отгородила небольшой ширмой, чтобы разграничить пространство. Здесь идея. У меня мой рабочий комод. Здесь стоят воскоплавы, они нагревают воск для депиляции, шпатели, это все для депиляции нужно. Здесь у меня моя рабочая тележка, то есть я ее всегда пододвигаю сюда, чтобы не бегать по кабинету, не собирать все материалы, они находятся на тележке. Здесь я сижу непосредственно, работаю с клиентом. Клиент у меня лежит, все процедуры я провожу лежа, поэтому клиент лежит на мягком матрасе, на кушетке. Ну и ступенька, потому что рост у всех разный, чтобы комфортно было клиенту забираться на кушетку, такая ступенька. Особенно хочу отметить этот мягкий матрас. Когда я прихожу на процедуру, мне всегда хочется расслабиться, и мне кажется, некоторые даже засыпают. Засыпают очень часто, матрас с эффектом невесомости, то есть все суставы, все у нас расслабляется, и клиенты очень часто засыпают. На самом деле в нашей профессии, как у нас любят говорить, есть hard-скиллы, то есть у нас много заимствованных слов, как вы уже поняли из английского языка. Hard-скиллы — это то, что непосредственно относится к нашей работе. Это коррекция бровей, это умение окрашивать брови, это умение завивать ресницы и так далее. А есть soft-скиллы, это то, что касается относятся к нашей профессии, но непосредственно не влияет на результат. То есть это так называемый сервис в нашей работе. Сервис — это все то, что направлено на комфорт клиента, на то, чтобы ему хотелось вернуться в это место. То есть к этому мы отнесем и мягкий матрас, чай, кофе, вкусняшки, подарочки и так далее. Это такие софт-скиллы в бьюти-сфере. Да, почему хочется возвращаться именно к этому мастеру? Потому что, конечно, хороших мастеров много, но западают в сердечко не все. Да? И вот ты также красиво оформила стену. Ты сама придумала такой дизайн? Я придумала такой дизайн, мы сами его с мужем воплотили, сами все это вырезали, делали, приколачивали. То есть, да, мне хотелось как-то сделать кабинет более индивидуальным и запоминающимся для клиента. Катя, мы сегодня будем с тобой делать меня чуть более симпатичной. Да, дальше у нас Clean Girl, такое популярное направление в России. Это когда девушка придерживается натуральной красоты, маникюр без покрытия, опять же, то есть естественное сияние кожи, без тонны тонального крема, естественная укладка, как будто бы девушка не укладывала ее щипцами или брашингом и так далее. Она и так не укладывала, да. Поэтому дальше мы делаем натуральное оформление бровей. Если она хочет сделать сегодня акцент на глаза, то брови мы немножко осветлим. Если она хочет сделать акцент на брови, то осветлять их мы не будем. То есть мы можем здесь варьировать свои процедуры под настроение. Да. Катя, я знаю, что ты проводишь обучение и сама постоянно учишься. Во-первых, почему это важно? И во-вторых, обучаешь ли ты онлайн и как ты вообще это делаешь?
Да, я как мастер сама постоянно обучаюсь, мне важно быть в тренде, знать обо всех новинках, так как у нас индустрия постоянно развивается, постоянно выходят новые продукты для нашей работы, я скупаю все новинки, я все пробую, и, конечно же, мне важно оставаться на пике, на волне в своей карьере, так скажем, в своем мастерстве, поскольку, еще раз скажу, что у нас профессия очень конкурентная, у нас, мне кажется, в каждом подъезде, в домах, в жилых, да, сидят мастера, бровисты в том числе. Даже на моей улице, где я работаю, здесь, мне кажется, 2 или 3 салона, которые оказывают подобные же услуги. Поэтому, конечно, не хочется застревать где-то в нулевых, в 90-х годах, поскольку, опять же, мода постоянно меняется, и я хочу быть тем мастером, который оказывает трендовые услуги, который может выполнить любую просьбу клиента, а для этого важно разбираться и в колористике, и в химии, и в чем еще? Да во всем. Да во всем. И, по-моему, ты также обучаешь иностранных мастеров. Да, я являюсь тренером европейского бренда красителя, но данный бренд, он, так сказать, задуман и истоки его в России, то есть мы придумываем, мы тестируем, но сам бренд производится в Германии. Продается он во всей Европе и в Америке. И, соответственно, мастера, которые закупают этот краситель в Европе, они хотят обучиться. Обучиться работать на этом красителе, но считают они, что самое лучшее обучение, оно будет у российского тренера. Наши мастера российские, ну не буду говорить за всех, но выполняют работу идеально, поэтому, конечно, европейцы, у них, так скажем, стандарты пониже идут в оказании услуг, и им хочется тоже завышать эту планку, и поэтому они берут пример с лучших, и лучшими они считают в этой сфере, в том числе мастеров из России, ну в целом из СНГ сюда же можно отнести и Беларусь, и Украину, то есть все СНГ. Почему-то вот так сложилось. Да. Через 5 лет чего бы ты хотела? Ты будешь также преподавать и заниматься вот в этом салоне, или ты хочешь полностью уйти онлайн? Какие перспективы? Я считаю, полностью в онлайн уходить никогда нельзя, то есть мастер, который преподает только теорию, но больше не практикует, он вряд ли будет хорошим преподавателем, поскольку он начинает терять связь с реальностью, то есть он может застрять в прошлом и начинать транслировать новым ученикам что-то из прошлого, то есть всегда нужно хотя бы, ну, условно, 5 клиентов в месяц, ну, иметь для того, чтобы свои вот эти хард-скиллы не терять. Конечно, еще год назад я думала о том, что я полностью уйду из профессии как ремесленник, как мастер и буду только преподавать, но сейчас я смотрю, что мастера, которые так поступили в свое время, которые ушли в преподавание, в наставничество, они потихонечку все вернулись обратно работать мастерами, потому что это устойчивая ниша, то есть постоянная база клиентов, постоянный, ну, плюс-минус доход. А обучение — это всегда очень такая качель. Сегодня ученики есть, завтра их нет, поэтому работать с базой клиентов — это более надежно. Скорее всего, через 5 лет я не хотела бы уходить из этой профессии, то есть мне нравится эта профессия, я в ней уже 7-й год. Я хотела бы продолжать работать с клиентами, также обучать, но обучать в удовольствие, то есть, чтобы это не было моим основным заработком обучения, все-таки вот, чтобы оно естественным путем у меня развивалось. То, к чему я стремлюсь всегда, и то, чего я практически уже добилась, это работа полностью в удовольствие, то есть работа с приятными мне людьми, минимум 3 выходных в неделю хотелось бы, потому что все-таки для того мы и уходим из найма в самозанятость и в ИП, чтобы у нас освобождалось больше свободного времени, не теряя при этом в заработке. То есть моя цель через 5 лет — это работа в комфорте, с хорошим заработком, с приятной клиентской базой. Все, как-то так. Замечательно. Ну что, пойдем уже займемся делом. Да. Спасибо.